Приветствую всех, дорогие друзья! Большое спасибо за отклик и лавину положительных отзывов по первому видео о начале майнинга ChiaCoin на H-Pool. Многие в личку и в комментариях просили делиться реальным положением вещей, что я, собственно, и собираюсь сегодня сделать. Прошла неделя с момента начала добычи на H-Pool, и накопилась некоторая информация, которой я хочу с вами поделиться. Начну с того, что на 17 мая запланирован выпуск официального пула от создателей Chia, и тем, кто только сейчас думает начинать майнить на неофициальном пуле, очевидно, делать этого не стоит. Лучше подождать 17 числа и посмотреть, что из себя будет представлять добыча на официальном пуле. А теперь давайте вернемся к тому, что за эту неделю произошло с моим огородом. Буду откровенен, тема Chia меня поглотила, и мне сложно было оставаться в рамках старых жестких дисков, и я начал смотреть на те предложения, что сейчас есть на рынке. На рынке накопителей создалась парадоксальная ситуация, когда за больший объем покупатель платит больше денег, а не наоборот. В обычной же ситуации стоимость 1 мегабайта всегда уменьшалась при покупке более емких моделей накопителей. Сейчас это явно не та ситуация, и ажиотаж вокруг монеты Chia опустошил полки магазинов. Давайте для интереса посмотрим, какая сейчас картина в пересчете стоимости на 1 терабайт. Для простоты подсчета возьмем цены из DNS и Online Trade. Цены актуальны на 14.05. Цены просто космос. Мы можем видеть, что стоимость за 1 терабайт объема самый выгодный у 2 терабайтных накопителей, как у десктопных вариантов, так и у ноутбучных. Все накопители с объемом от 8 терабайт и выше, цена за терабайт просто неприлично высокая, в 2 раза выше в сравнении с 2 терабайтными дисками. Это безумие перед нашими глазами та реальность, которая, скорее всего, станет только хуже в ближайшее время, и аналогичной ситуации, как с дефицитом видеокарт, скорее всего, не избежать. И как и с видеокартами, когда кажется, что не может цена остановиться за условную 1660 Super более 30 тысяч рублей, в дальнейшем она стала 40, затем 50, затем 60, и неясно, где конец этого роста. Итак, мы видим, что самой разумной покупкой стала бы покупка 2 терабайтных жестких дисков. Но мы как минимум ограничены количеством портов Serial на материнской плате, или придется мудрить с дополнительными контроллерами для накопителей. Тут мне приходит в голову идея, а почему бы не использовать для этих нужд самые доступные портативные жесткие диски с внешним USB-боксом. Или сразу готовый внешний диск на 2,5 дюйма. Количество портов USB у нас более чем достаточно. Их можно без проблем расширить с помощью внешнего USB-хаба с блоком питания. Нагрузка на жесткий диск в момент майнинга практически около нулевая. Хватит пропускной способности даже USB 2.0. Начинаю просматривать предложения и с огромным удивлением для себя нахожу приличное количество вариантов, когда готовый бокс дешевле головы самого дешевого накопителя схожего объема. Кому-то это покажется крохоборством или неразумным подходом, но я для домашней фермы решил пойти путем расширения именно за счет ноутбучных накопителей. Так я купил по самым доступным ценам 3 Toshiba L200 по 2 терабайта, один Western Digital Passport 2 терабайта, а также парочку Western Digital Elements под 4 терабайта с Амазона по супер привлекательной цене, но они пока в пути и в сегодняшнем огороде еще не принимают участие. Общие расходы с учетом USB-боксов и USB-хаба на 7 портов составили 37 тысяч рублей или ровно $500 за 16 терабайт. Как понимаете, сейчас 16-терабайтный диск стоит на Авито от 70 тысяч рублей, а в магазинах от 100. Как видите, разница практически минимум двухкратная. И, на мой взгляд, овчинка явно стоила выделки. И последнее, о чем я бы хотел сказать, что касается рынка, это интересное сейчас предложение от Eldorado с привлечением новых клиентов и выдачей 1000 бонусов как новому клиенту, так и тому, кто привел клиента. Это звучит как реклама, но я не получаю ни копейки от Eldorado за рекламу. Но есть взаимная выгода. Если вы перейдете по реферальной ссылке в описании и зарегистрируетесь, подтвердите почту, то сразу получите 500 рублей, которые сразу можно потратить на покупку диска. Например, есть еще 2-терабайтные USB-диски по 5000 рублей. То есть он вам обойдется в 4,5.
то вы и я получим по 1000 баллов на следующую покупку, которую также можно потратить на следующий диск. Таким образом, зарегистрировав жену, я уже купил себе 2-терабайтный внешний диск за 4000 рублей. То есть за 2000 рублей за терабайт. Меньше на данный момент просто некуда. Также в портативных накопителях я вижу плюс в том, что если у меня выйдет из строя какой-то жесткий диск, то за собой он унесет небольшую часть платов, в то время как потеря большого накопителя отнимет кучу времени на восстановление. Давайте перейдем к моим грядкам. На 1-терабайтном NVMe SSD диске в день у меня получается засеивать 12 плотов. Таким образом, засеянный суммарный объем на момент записи этого ролика составляет 8,5 терабайт. Выглядит на компьютере это довольно забавно. Вероятно, со временем придется объединить часть дисков в RAID 0, чтобы уменьшить их количество визуально в системе. USB-хаб подключен к компьютеру, запитан от своего внешнего блока питания, и сейчас к нему подключены жесткие диски. Потребление в момент майнинга составляет вот столько ватт. Все работает как часики, без отвалов и проблем. Итак, перейдем в личный кабинет HPool и посмотрим на заработок. Надо не забывать, что по дням объем грядок динамически менялся. В первый день майнинга это было 2 терабайта, когда снимался первый ролик, и каждый день прибавлялось в среднем 1,2 терабайта плотов. То есть среднее значение по дню составило 2 терабайта, 3,2, 4,4, 5,6, 6,8 и 8 терабайт. В итоге суммарный объем сейчас приближается к 9. Здесь мы можем наблюдать, что суммы ежедневной добычи не соотносятся с ежедневным приростом объема фармхозяйства. В первый день 2-терабайтный диск смог добыть 4 тысячных монеты, в то время как в 4 раза больший объем добыл не 16 тысячных, а всего 11. Что говорит о росте сложности добычи и снижении заработка с объема. К сожалению, это реальность, и от этого никуда не уйти. Посмотрим на общий заработок за 6 дней. Он составил 48 тысячных чиа. И нафармленный кусочек за незаконченный день еще не выдан. Выдача происходит в 6:30 утра по московскому времени каждые сутки. Давайте прикинем, сколько при сегодняшней добыче на 8 терабайт окупались бы эти самые купленные и засеянные 8 терабайт в моем конкретном случае. Расходы на 8 терабайт составили 21 600 рублей или 292 доллара. Добыча на 8 терабайт 11 тысячных монеты. Курс сегодня очень сильно подрос, вплоть до 1500, и в день получается 16,5 долларов. А в месяц, абстрагируясь от дальнейшего роста сложности добычи, расчет ведем только в моменте. 495 долларов или 36 630 рублей. Стоп, давайте не летать в облаках и возьмем более адекватный средневзвешенный курс в 1000 долларов. Ежедневный доход будет 11, в месяц 330 или 2420 рублей. Окупаемость месяц. Но мы же с вами понимаем, что такая сверхокупаемость и прибыль – это короткий временной отрезок, который скоро уйдет, скорее всего. Давайте возьмем привычные для майнинга на видеокарту условия, когда окупаемость в 6-8 месяцев считалась очень хорошим показателем. Именно такой подход я рекомендую держать всем у себя в голове, тогда просадки добычи в 6-8 раз нас психологически и морально не будет страшить, и можно будет спокойно фармить чиа. Это лишь мои рассуждения, я их никому не навязываю, я ни к чему не призываю, но то, что на данный момент это сверхпрофитное дело, это факт. Также была масса скептиков, кто говорил, что китайцы украдут деньги, не отдадут выручку, не дадут вывести и прочую ерунду. Пару дней назад всем знакомый майнер Соленый уже добыл 0,2 монеты с его объемами и без каких-либо сложностей вывел их на биржу и затем на свой кошелек. Все в этом плане прозрачно и нормально.
Конечно, когда у меня накопится 0,2 чиа, я обязательно сниму ролик и поделюсь с вами, как все прошло, и досконально опишу процесс. Надеюсь, мой личный опыт окажется кому-то полезным. Всем большое спасибо за внимание, высказывайте свое мнение, оценивайте видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь. Большое спасибо и пока!